Я вам хочу сказать, что мы в этом году начинаем ежемесячный, даст Бог, цикл лекций, которые посвящены, наверное, самым интересным музеям Европы. Вы же знаете, что наших людей сейчас в Европе полно, и в силу того, что все наши с вами встречи, они фиксируются, мы это выкладываем на нашем канале, многие из них это все смотрят, и мы надеемся, что им это все поможет грамотно, правильно, хорошо провести свой досуг. Как, например, вот буквально как бы на этой неделе девочка, которая очень долго работала у меня конструктором, очень хорошим конструктором, надо сказать, она оказалась в Париже, позвонила и мне сказала: Костя, я иду в Лувр. Я говорю: я тебя поздравляю. Она говорит: куда заходить? Я ее как бы вел, говорю, через пирамиду заходишь, берешь билеты и так далее. Но в результате в Лувре она заблудилась, как бы я был на массаже, не мог ей ответить, она мне звонила: спаси меня, выведи меня из Лувра, я не знаю, куда мне идти. В общем, поэтому как бы мы делаем все вот эти вот лекции, чтобы все знали, куда входить, откуда выходить, и самое главное, что смотреть. Да, потому что музеи огромные, коллекции просто сумасшедшие. Будем откровенны, скажем так, за два раза посмотреть все невозможно. Мой собственный как бы опыт с одним из самых больших музеев мира, ну точнее говоря, с Лувром, да, это когда ты утром вошел в него, и ты в нем вечером, и вечером тебя уже пытаются оттуда выгнать, и ты за это время не писал, не курил, вообще ничего ты не делал, как бы не ел, и как бы ты все время вот ходишь и во все это втыкаешь, и понимаешь, что в принципе как бы какие-то вещи ты пробежал, а там бы хорошо пройти, а есть такие залы, в которые вообще заходить нельзя, я буду отдельно об этом рассказывать, потому что можно зайти в этот зал и в нем остаться. Потому что там столько всего, как бы, что можно из него и не выйти до вечера, предположим. Но сегодня мы с вами начинаем с Лондона. Я не знаю, это интуитивно получилось, потому что я как бы не предполагал. Мы с Риши Сунаком не договаривались, что он первый при этом году приедет к нам поговорить в Украину. То есть это произошло как бы спонтанно, это произошло интуитивно, и может быть как бы это даже хорошо. Я вам показываю, я сразу же хочу, естественно, начать с того, как выглядит Британский музей на сегодняшний день, вот как бы с высоты полета птицы. Это райончик Блумсбери в Лондоне, который находится на северном берегу Темзы. Это как бы самый центр Лондона. То есть, скажем так, если пройти чуть-чуть южнее, там ближе к Темзе, вы попадаете к Сохо. Если еще опуститься чуть-чуть ниже, вы попадаете к зданию Вестминстерского аббатства и Вестминстерскому дворцу, а чуть-чуть правее, вот туда, вот на запад, это вы уже оказались около Букингемского дворца, который мы тоже с вами сегодня здесь будем вспоминать. Но, конечно же, этот музей изначально, когда он возник, он выглядел немножко не так, он выглядел по-другому. Вообще его корни – это 18 век. В 18 веке совершенно потрясающий английский врач ирландского происхождения, сэр Ханс Слоун, который прожил очень интересную жизнь, который был настолько оригинален, что он даже женился на вдове ямайского плантатора, уехал туда, на Ямайку. Очень много где поездил, очень много как поколесил. В результате за свою жизнь собрал достаточно большую коллекцию всяких чудачеств, всяких приколов, как там какая-нибудь засушенная черепашка, да, там, или след какого-то аборигена с малоизученного острова, гербарий, библиотека. Ну, чтобы вы понимали, 71 тысяча единиц хранения. То есть человек собрал за свою жизнь. Из этого всего это примерно 40 тысяч книг, порядка печатных книг, порядка 7 тысяч фолиантов рукописного характера, а все остальное это были вот такие вот всякие интересности, начиная там от каких-то гербариев и заканчивая колбочки, в которых были заспиртованы всякие прикольные штуки в формалине. И в какой-то момент, как бы незадолго до своей смерти, этот потрясающий человек понял, что и оставить-то ему некому это все. Как бы родственники это не понимают, то есть для них это все темный лес.
Важность всех этих объектов им недоступна, и недолго думая, он завещает всю свою коллекцию королю Георгу II. Георг II с удовольствием принимает эту коллекцию, и как люди цивилизованные, конечно, англичане тут же делают что? Нет, они не подчиняют это все Министерству культуры. Боже сохрани. У них этого Министерства культуры в принципе нет. Они создают попечительский совет. Этот попечительский совет, который состоит из очень приличных людей, как правило, очень хорошо образованных, достаточно интеллигентных, первым делом, что делает этот попечительский совет, он ищет место, где можно разместить всю эту коллекцию. И в качестве этого места даже рассматривают тогдашний Букингемский дворец. И тогдашний Букингемский дворец – это всего лишь особняк герцога Букингема, который был не такой громадный, прям как сейчас. Потому что когда этот домик все-таки в начале XIX века английская королевская семья купила, то его расширяли, увеличивали, и в результате мы с вами имеем то, что сегодня имеем. То есть главное жилье короля Чарльза III. Вот. Но попечительскому совету больше приглянулся так называемый Монтегю Хаус. Монтегю это тоже достаточно древняя, чуть не сказал испанская почему-то, английская семья. Но они продавали дом был хорош, и англичане считали, что этот дом один из самых красивых в Лондоне. И для этой коллекции покупается Монтегю Хаус, но так получилось, что британский музей становится очень популярным местом. С ним хотят иметь дело очень многие. Коллекционеры пытаются продать ему лучшие экспонаты своих коллекций, потому что это еще и бизнес, потому что коллекционирование в это время это не тот случай, знаете, когда мы все время собираем для своего собственного пользования. Нет, это бизнес в том числе. Это значит, что в одном месте мы покупаем артефакт, а в другом месте, вот в данном случае в Британском музее, мы имеем возможность его хорошо загнать, в смысле хорошо продать. И очень многие этим занимаются, и занимаются этим люди, которые вхожи даже в Палату лордов. С одним таким мы сегодня с вами познакомимся. Вот. И в начале XIX века англичане оказываются перед необходимостью расширения этого здания, и вот они расширялись до вот такого вот комплекса, который, как я читал, по квадратным метрам, да, он больше Лувра. Хотя вот глядя на него вот так вот сверху, так и не скажешь, я, честно говоря, не готов это утверждать. Вот. Но то, что это на сегодняшний день в Европе третий по посещаемости музей, это статистика. Он уступает только лишь, опять же, Лувру, и он уступает музеям Ватикана. Это внутренний двор, который вот это вот пространство, то есть вот это, вы же поняли, да, что вот это был такой двор. Достаточно квадратный в плане. И в 2001 году было построено вот это вот здание. Это, собственно говоря, библиотека и читальный зал, которые вот отдельно вынесли для всеобщего удобства. И вот такая вот очень красивая крыша. И что интересно, смотрите, вот на вот эту территорию, вот сюда, вход совершенно бесплатный. В Лондоне часто бывает дождь. И целый ряд блогеров, это то, что я издавна помню в Ютубе, которые многие пишут, что оказался рядышком в дождь, первое, что сделал, недолго думая, зашел сюда, никто никого не выгоняет, то есть всем вольный вход, все гости дорогие, то есть во время дождя здесь куча людей, которые этот дождь пережидают под этой гостеприимной крышей. Согласитесь, невероятно красивое пространство, но, ко всему прочему, удобное, потому что оно, естественно, информативное. Здесь везде стоят какие-то информационные стенды, которые вам рассказывают, налево пойдешь, то увидишь, направо пойдешь, то увидишь, и так далее. А мы с вами отправляемся в путешествие по Британскому музею. Мы с вами сегодня будем говорить о трех культурах, которые, наверное, базовые для всей европейской цивилизации, или даже, скажем так, цивилизации нашего с вами полушария, потому что без них вообще никуда, и они, наверное, максимально полно представлены
именно в Британском музее. Поэтому мы с вами сегодня говорим про Египет, мы с вами говорим сегодня про Древний Восток, а точнее Ассирия, и мы с вами будем говорить сегодня про Элладу, тобто Грецию. Ну и, естественно, хочется начать отсюда. Что это такое? Это так называемый розетский камень. В самом конце XVIII века в Египет с экспедиционной армией отправляется юный генерал Наполеон Бонапарт. Это, скажем так, авантюра, которую он пытался провернуть, и которая, в принципе, как бы, если бы не проблемы на море, могла бы закончиться, наверное, неплохо для этой кампании, но, к сожалению, ей не суждено было хорошо закончиться для французов. Но, тем не менее, как бы, целый ряд побед Наполеон там одержал. Но что для нас с вами здесь самое важное? Самое важное то, что Наполеон туда с собой в Египет взял целую толпу ученых, которые сами с ним туда напросились. С ним туда, естественно, напросились египтологи. Почему? Потому что до этого времени, до времени вот этого египетского похода Наполеона, вся египетская, древнеегипетская культура, которую как бы, человечество с ней уже было знакомо. Они все вот это вот уже видели, все эти барельефы, все эти надписи, но проблема в том, что вот эта великая древняя египетская культура, она для человечества была немой. У нее не было голоса. Люди не могли прочитать эти иероглифы. Они не понимали, что там написано. Они могли только лишь смотреть как бы эти комиксы, там, смотреть картинки, как говорят дети, да? И вот когда совершенно случайно наткнулись на вот этот вот камень в селении Розета, почему, собственно говоря, он розетский, то, к счастью, к своему обнаружили, а это сделал Жан-Франсуа Шампольон, гениальный французский египтолог, который обнаружил, что вот здесь вот в верхнем регистре вот, у нас текст, написанный древнеегипетскими иероглифами. Здесь у нас текст, написанный, как бы древнеегипетской скорописью, скажем так. А вот тут у нас этот же текст, судя по всему, как разумно предположил Шампольон, написанный на на древнегреческом языке. И вот этот текст прочитали аж бегом, потому что с древнегреческим как бы все были в принципе знакомы. Как бы мы знаем, о чем идет речь. Единственная проблема, которая есть, и она остается, мы не до конца знаем как бы вокализм древнеегипетского языка. Тем не менее, вот камень, с которого древнеегипетская культура обрела голос, он находится в Британском музее. Естественно, возникает вопрос, да, собственно говоря, в честь чего французы нашли, находится в Британском музее. Вы понимаете, в чем штука? Вообще один наш с вами современник, такой очень интересный британский профессор с левацкими взглядами, он вообще сказал такую интересную вещь, что Британский музей – это место, где собрано наибольшее количество наворованного за всю историю человечества. Отчасти это правда. То есть все, что плохо лежало, как бы англичане умели подбирать, об этом заботиться, как бы и вести вот туда вот к себе на свой дождливый остров и уже там холить и лелеять. С этим камнем тоже случилась такая история, когда Наполеон был вынужден внезапно покинуть Египет, ему надо было решать свои дела во Франции, он оставил там свою армию. Его армия без него, к сожалению, получила несколько поражений. После одного из них был срочно оставлен лагерь, который они занимали. На это место пришли англичане и забрали камень. А мы с вами, раз уж мы с вами в Египте, да, то надо немножко о нем поговорить. И это то, что в Британском музее надо посмотреть обязательно. Я эти три статуи называю три возраста Сенусерта III. Сенусерт III, которого вы здесь видите в 3 экземплярах, это фараон 12-й династии. И сейчас вот хорошо, что вы сидите, я должен вам сейчас зачитать одну читку, которая производит на всех неизгладимое впечатление и на вас должна произвести. Смотрите. Древний Египет – это примерно 3500 лет опыта централизованного государства. То есть, условно говоря, 3500 год до нашей эры фараон Менес становится
главой единого государства Верхнего и Нижнего Египта. А теперь внимание. Как вы думаете? Вот представьте, все мысленно представили себе Египет. Да? Помните такой четырехугольничек, посерединке течет Нил. Как вы думаете, где находится Верхний Египет, а где находится Нижний Египет? Конечно, боже мой, как приятно иметь дело с образованными людьми. Да, египтяне были людьми нормальными. Они карту или глобус не видели. Они видели простую вещь, что Нил течет оттуда. Раз он течет оттуда, а мы знаем, что вода, естественно, она течет там, где выше, и течет туда, там, где ниже. Значит, там Верхний Египет. А раз она течет туда, значит, там Нижний Египет. Поэтому Верхний Египет у нас внизу, а Нижний Египет у нас вверху. Там, где дельта, там, где Нил впадает в Средиземное море. И практически 3500 лет у нас с вами есть фараон Верхнего и Нижнего Египта, который как бы персонифицирует собой централизованное государство. Но это еще не все. До этого было примерно от 2500 лет до 3500 лет нецентрализованного государства, так называемый додинастический Египет, когда существовали маленькие государства, они называются по-гречески номы, которые между собой достаточно долго там торговали, дружили, не дружили, там, воевали, могло быть все что угодно. В принципе, через это проходят все цивилизации. Это как в Древнем Китае, да, эпоха воюющих царств. Вот то же самое в Египте. Вот представьте, 6-7 тысяч лет. И это все до Рождества Христова, до рождения Христа. Египет как государство, да, он теряет свою государственность, он перестает быть, скажем так, скрипкой в оркестре мировой политики примерно в 31 году до нашей эры, то есть за 31 год до Рождества Христова. Последняя египетская царица, Клеопатра VII, вы же помните, наложила на себя руки. Все. Как бы это конец Египта был. А до этого времени, и вот фараон 12-й династии. А сколько их было? 30. Причем 30 это так, но это абсолютная условность. На самом деле есть подозрение, что их было чуть больше. Представляете, какая громадина? То есть для Сенусерта III, который жил в середине второго тысячелетия до нашей эры, пирамиды были примерно такой же древностью, как и для нас. Это не сильно как бы отличалось. Там вопрос в порядках нулей, не более того. И что интересно в египетской культуре, как бы именно в этих портретах. Египетское искусство очень портретное. Когда мы имеем дело с конкретными людьми, которые изображены, это всегда практически гарантированно. Мы имеем портретные черты лица. Стилизуется как бы тело. Вот телесно фараон должен быть прекрасен. Широкие плечи, узкая талия, тонкие бедра. Нет, тонкая талия, узкие бедра, вот так, да? Накачанные ноги, накачанные руки, как бы, и вот он красиво, ровненько стоит, он никогда не сутулится. Вот тела всегда у всех одинаковые, как бы как под копирочку. А головы только портретные. Поэтому у нас с вами здесь 3 возраста. Сенусерт III прожил достаточно большую жизнь, вот здесь вот он совсем молодой, здесь он постарше. Видите, как бы и переносица уже не такая как бы активная, она туда куда-то упала. И глазки такие подуставшие. А там вообще вот такая голова. Он уже устал от жизни, ему бы отдохнуть. Он очень долго как бы на этом свете, он уже в принципе готов стать мумией. Но пока как бы еще не берут. И посмотрите, что интересно. Здесь видите, какая осанка, какая шея? Посмотрите, что здесь, и посмотрите, что здесь. И как бы он меньше и меньше он становится. И египтяне, в принципе, как бы они взяли и это просто повторили. Как бы. Реальность, вот она. Реальный человек смотрит на вас, как Наполеон, да, говорил своим солдатам, что 40 веков смотрят на вас с высоты этих пирамид. Ну, а здесь вот 40 веков смотрят на вас из этих потрясающих глазниц. Если вы были в Египте и слетали или съездили в то место, которое сейчас называется Луксор, то вас наверняка возили в долину царей на западном берегу Нила, а из долины царей вас почти наверняка везли в место, которое называется по-арабски Дейр-эль-Бахри. Там сейчас, ну и всегда, находился заупокоенный храм царицы Хатшепсут.
Очень красивое место, 2 террасами, с пандусом, который туда тянется. Царица Хатшепсут – это у нас вообще уникальное явление. Как бы это женщина, которая, взойдя на египетский престол, в какой-то момент поняла, что как бы очень тяжело женщине править Египтом, и она поняла, что ей надо срочно стать мужчиной. И она объявила себя фараоном, и к ней стали относиться уже совсем по-другому. Ну раз мужчина, то все понятно. И она даже носила вот эту вот накладную фараонскую бородку. Много лет назад, когда я попал в Египет первый раз в жизни, мне повезло, я туда попал, когда храм царицы, вот этот заупокойный храм царицы Хатшепсут, его еще египетские реставраторы не тронули, и там все было аутентичное. Там стояли статуи царицы Хатшепсут с отбитыми носами, разбитыми глазницами, отбитой бородкой. Это было сделано не от времени, это не туристы откорябывали, как бы, чтобы увезти себе в качестве сувениров. Это сделал ее племянник, который был следующим египетским фараоном, который ее ненавидел, который считал ее узурпаторшей. При нем, собственно говоря, были побиты ее лица. И с тех пор она вот так стояла. Как бы все понимали, что, как бы в семье произошел скандал, зачем лезть в чужую семью, как бы это их проблемы, пусть так оно и будет. Никто это и не трогал, а потом через какое-то время мы с друзьями как бы туда прилетели, я говорю, поехали в Луксор, такое место потрясающее, посмотрите. Храм царицы Хатшепсут, приезжаем, а ей долепили глазки, носик, бородку, как бы и уже даже начали раскрашивать. Страшное совершенно зрелище. Вот. А до этого времени, конечно, все было хорошо, все было по-настоящему. Но вообще вы должны понимать, что все, что мы с вами сегодня будем видеть, вот все время. Мы с вами сегодня будем смотреть вот Египет, да, потом мы будем смотреть Ассирию, мы будем смотреть Грецию. Все было раскрашенным, все было цветное. Красили все. Это обязательный как бы маркер, которым отличается древнее искусство. То, что мы на сегодняшний день пигмент этот растеряли чаще всего и не знали, что во что было выкрашено, может быть, это даже к лучшему, потому что, на мой взгляд, так тоже уже хорошо как бы. Почему я так долго рассказываю вам о Хатшепсут? Потому что вот это вот в парике, это парик, кстати, на голове, это не девочка, это мальчик, зовут его Сененмут. Сененмут у нас, как вам сказать, он был для царицы Хатшепсут тем, кем был Алексей Григорьевич Разумовский для Елизаветы Петровны, российской императрицы. Это, скорее всего, ее тайный муж. То есть, скорее всего, они были семьей. Но вообще он был ее премьером, он был ее любимым архитектором, и он, как принято считать, был архитектором именно вот этого вот здания, вот ее заупокойного храма в Дейр-эль-Бахри. А на руках у него сидит, скорее всего, их общая дочь, Нефрура. Кстати, Нефер, Нефру, как бы вот в древнеегипетском языке, но опять же, да, я вам уже говорил, что про вокализы это все очень неточно, как бы фонетику мы знаем не до конца, но тем не менее, вот эти слова, они встречаются достаточно часто, то есть у нее, да, Нефер, Нефрура, опять же, мы с вами знаем Нефертити, да, мы с вами знаем любимую жену Рамзеса II Нефертари, то есть опять-таки Нефер. Нефер на древнеегипетском это, скорее всего, красота. То есть, скорее всего, вот имя этой девочки, оно связано с понятием красоты. И эта девочка, возможно, она общая дочь Хатшепсут и Сененмута. Собственно, почему он ее вот так вот и держит? Да, он, скорее всего, великий воспитатель царского ребенка. То есть был такой титул, это как бы, особо приближенный в табеле о рангах человек к царской семье. Но посмотрите, какая уникальная вещь. Вот он, скорее всего, ее обнимает некой деталью одежды, которая на нем, потому что вот он прячет ее в этой одежде. И, может быть, действительно скульптор нам с вами намекает на то, что это не просто его воспитанница, это его дочь, потому как слишком великая нежность между ними. А я хочу, чтобы вы обратили внимание на вот этот вот локон. Это так называемый детский локон. Выбривали всю голову, сбоку черепа оставляли вот такую вот как бы прядь волос большую, заплетали в очень интересную косичку и выкрашивали в ярко-синий такой кобальтовый цвет. Это очень красиво, конечно. И вот дети вот так тусовались. 3 метра красоты.
Вот оттуда как бы до шеи, да, вот такая вот из красного гранита, вот такая 3-метровая голова, скорее всего колосса, то есть огромные совершенно статуи. А это, ну чтобы вы понимали, это Людовик XIV египетской цивилизации. Этого фараона звали Аменхотеп III. Все египетские имена, они расшифровываются, тем более царские имена. И у царя было порядка 5-6 имен. Там личное имя, тронное имя, хорово имя, Амоново имя, золотое имя и посмертное имя, с которым он становился богом и отправлялся к своему отцу Амону. Аменхотеп III вообще в принципе как бы удивительный совершенно человек, который прожил небольшую жизнь, там чуть более 50 лет, но в принципе в его время в египетском искусстве случается что-то типа вот такой вот протореволюции. Что я имею в виду? Вот смотрите, цивилизация, в которой все происходит очень медленно течет время. Мода, чтобы вы понимали, менялась на одежду, например, менялась раз в 1000 лет. Там раз в 100 лет могла поменяться мода на парики. То есть, ну, вы представляете, какое масляное время. Это не то, что у нас с вами, да, вот как бы, ну, 14-й iPhone, ура, у меня 14-й iPhone, бац, 15-й. То есть тут же как бы. А тут, ну, вот все вот так вот. То есть, ну, очень-очень медленно. И египтяне привыкли к этому канону, да, что у нас есть портретная голова, а все остальное, вы же помните, да, как изображают? Как все изображаются все люди на египетских рельефах. Вот так вот плечи на вас в фас, а все остальное на вас в профиле. И еще ножки вот так вот. «Да сколько можно?» – сказал Аменхотеп III. «Сколько можно вот изображать это все вот так? Ну, я не такой. Я 1,60 м ростом, как бы, и я совсем как бы, ну, не атлетического телосложения. Ну, делайте то, что есть. И на сегодняшний день, но не в Британском музее, к сожалению, в Каирском музее, есть маленькие статуэтки. Это, по всей видимости, это, знаете, вот как у американского президента на столе, который называется «Резолют», и который стоит в овальном кабинете, там обязательно как бы фотографии. Чьи фотографии? Ну, понятно, что собачек, кошечек, как бы, ну, как у всех нормальных людей. Но там же еще дети, там еще жены, там все вот это есть. Вот, по всей видимости, для вот такого вот внутреннего пользования египетскому царю приближенные скульпторы делали вот такую вот мелкую пластику. И у нас вот есть статуэточка Аменхотепа III, где он маленький, то есть по пропорциям этого человека видно, что ему 1,60 м в прыжке. Ну, вообще как бы человечество тогда было чуть ниже, чем сейчас. То есть тогда это мог быть средний рост. И он такой с животиком, с конкретным животиком. Это, кстати, у нас на канале есть большая египетская лекция, там есть эта статуэточка, можете посмотреть. До него такого не делали. При нем же появляется тоже вот такая вот мелкая пластика, где изображены его сын, будущий Аменхотеп IV, и его юная жена, которую звали Нефертити. Они держатся за руки. И они тоже, мало того, что они с портретными сходствами, там совершенно понятно, что никто не заморачивался по поводу как бы канона их телосложения. То есть там, скорее всего, они изображены такими, какими они были. То есть все вот это начинается при Аменхотепе III. Но на самом деле как бы большая революция в египетском искусстве случается при его сыне Аменхотепе IV. Искусство всегда связано с социумом, с теми движениями, которые происходят внутри социума, а Аменхотепа IV мы с вами знаем как Эхнатона. Это тот египетский фараон, который, ну, как говорят некоторые историки, изобрел единобожие, то есть изобрел единственного бога, бога Атона, но это не совсем правильно, потому что все равно как бы он не отменял остальной как бы сон богов, но именно из-за того, что как бы вот он предложил единого бога Атона, он изменил свое имя, то есть из Аменхотепа, что означает Амон мною доволен, он стал Эхнатоном, что опять-таки с древнеегипетского примерно означает, что я как бы животворящий дух Атона. Он переименовал свою жену Нефертити, из Нефертити стала Нефератон, ну и так далее. Он переименовал детей, он попытался полностью изменить всю архитектуру государства.
Но после его смерти все вернулось на круги своя, ничего как бы из этого не получилось. А мы с вами вот в Британском музее можем наблюдать вот такую вот 3-метровую голову его отца, который, кстати говоря, вот что тоже хотел вам сказать, что на сегодняшний день, вот посмотрите на его черты лица. Повторяю, есть портретное сходство всегда. Вы не найдете ни одного как бы фараона, который похож на всех остальных. У них у всех разные лица. И вот на сегодняшний день принято считать, что древние египтяне были некой промежуточной расой между негроидной и европеоидной. Потому что здесь есть и европейские, и негритянские черты в этой голове. Тоже примерно этот же период, совершенно уникальная, удивительная вещь, которая абсолютно раскрашена, но, чтобы вы понимали, это кусок стены. То есть это как сейчас некоторые там любители искусства воруют Бэнкси, да, там, вырезая его прям со всей штукатуркой, там, с кусками арматуры, с кирпичами, и пытаясь там куда-то это увезти. Вот точно так же из Египта вывезли вот эту фреску. Это фреска из гробницы, Набу-Амона. Он у нас с вами не то писец, не то военный, не то жрец. То есть, ну вот, кто-то такой. То есть, он какой-то чиновник достаточно высокого уровня. То есть, Набу-Амон или Небу-Амон. И так, как бы в литературе вы можете встретить. Здесь интересно что? Здесь, ну, как бы, прежде всего, это жанровая композиция. Такого до нас дошло, к сожалению, немного. И она просто удивляет и умиляет какими-то такими вещами, как, например, птицы, которые здесь изображены, которые изображены очень подробно, которые здесь совершенно прекрасны. Ну и мы имеем хоть какое-то представление, как происходила охота в Древнем Египте. Потому что вот он на какой-то там ладье, не то на доске, не то, в общем, ну что-то там такое у него под ногами. Он плывет, скорее всего, по Нилу. Вот так вот. Вот представьте себе, 3000 лет подряд цветущий папирус изображается, тростник, извините, изображается именно вот так. И все знают, что это цветущий тростник. Птички хороши необыкновенно. Здесь у нас за спиной стоит не то служанка, не то богиня-покровительница, не то жена. У нее на голове, видите, такая штучка? Это ароматический конус. Всякая уважающая себя египтянка на голове носила кусочек жира, пропитанного ароматными маслами. На палящем египетском солнце как бы этот жир растворялся, распространял вокруг себя аромат. То есть представьте себе, это скорее всего какая-то служанка, потому что вот она везде, она ходит за своим господином, и он находится все время в этом ароматном облаке, которое она источает. То есть это не то, что мы как бы зашли в duty-free, там купили Жан-Поль Готье. Нет. Оно ходит за нами все время, как бы оно все время рядом с нами, и все понимают, что ну, как бы мы имеем как бы такую возможность. Здесь вот кто-то сидит, кто, опять-таки, мы не знаем. По поводу вот этой картинки, чтобы вы понимали, куча диссертаций. Кто, где там куча всяких вариантов, там, гипотез и так далее, все они имеют право на существование, как бы, но одна другую не исключает. Я больше всего здесь люблю вот этого персонажа. Это котик. Он тут ловит как бы тоже птичку. Но понимаете, в чем штука? В это время, это мы с вами наблюдаем так называемое Среднее Царство, это середина 2-го тысячелетия до нашей эры. В это время кот – это животное бога Амона. В Египте как бы два главных божества в это время. Как бы Ра, который как бы изначально главное божество, символизирует солнце, и фиванский вариант бога Ра, бог Амон. Почему говорю фиванский? Уже как бы вспоминал про Луксор, надо сказать об этом как бы, наверное, два слова. В Древнем Египте было две столицы, которые, ну их было больше, как бы на самом деле, две, скажем так, основные. Первая, которая самая древняя, которая находилась у пирамид, которую мы с вами, опять-таки, в греческой фонетике и в греческом вокализме называем Мемфис, но египтяне были бы очень удивлены, если бы они столкнулись как бы с тем, как мы называем их город. Вообще они его называли Хет-Аптах.
То есть дворец Птаха. Птах – это тоже один из богов древнеегипетского пантеона. И здесь, кстати, интересно то, что когда отец истории Геродот приехал в Египет и узнал, что город называется Хетаптах, он записал его, как он его услышал, но переведя его, скажем так, в древнегреческую фонетику, и у него вот этот вот Хетаптах, у него получился Айгюптос. Римляне, которые в свою очередь потом переводили Геродота на латынь, они это уже записали как Египтум. И мы с тех пор с вами имеем слово Египет. Сами древние египтяне, вообще вы будете смеяться, называли свою страну Кеме, что не имеет никакого отношения ни к какому Египтуму и ни к какому Айгюптусу. А Кеме, кстати говоря, с древнеегипетского знает, скорее всего, просто черный. Потому что они видели, что вот Нил, с этой стороны что-то черное, с этой стороны что-то черное. И на этом черном все время что-то хорошо растет. Мы-то с вами знаем, что это Ил. И вот как раз вот этот вот котик, он символизировал Амона, а Амон – это уже главное божество другой важной столицы, которая была в Египте в это время, которое мы с вами сегодня знаем как Луксор, потому что нас с вами все туда в Египте обязательно возят. Но опять-таки, древние египтяне очень сильно удивились бы, если бы узнали, что этот город называется Луксор. Они его знали как Уасет. Геродот почему-то, я не знаю почему, он этот город у себя называет Фивами. И даже поэтичнее, он пишет «ставратные Фивы». То есть вокруг была, по всей видимости, стена, и как бы 100 ворот, и все эти ворота вели. То есть все дороги ведут в Рим, да? То есть это все отсюда. То есть у Геродота это Фивы. Когда пришли арабы и увидели как бы развалины вот этих огромных дворцов и храмов, которые находились в городе Уасет, они сказали: вау, Луксор. По-арабски Луксор – это дворец. Или дворцы. Да? И с тех пор, в общем-то, город называется Луксор. Но вот эта фреска, она родом из города Уасет, которого Геродот назвал Фивы, а мы с вами знаем как Луксор. Ну и, конечно же, как же без него? Как же без него? Иногда его называют фараоном Ветхого Завета, но это невозможно, к сожалению. То есть, да, в Ветхом Завете мы с вами все помним, да, когда Моисей приходит к фараону и говорит ему: «Отпусти народ мой». И как бы этим фараоном иногда теологи называют Рамзеса II, но это невозможно, это никак не коррелируется с реальной историей. Рамзес II процарствовал достаточно благополучно, хотя и бурно, практически 65 лет. И как бы никакой Моисей ему не доставлял никаких хлопот. Опять же, когда мы с вами говорим Рамзес, то вы должны, или Рамсес, да, вы должны понимать, что мы с вами имеем дело с греческим вокализмом. То есть то, как Геродот записал это имя. Рамзес был таким же фараоном, как все остальные, у него было 5-6 имен. Его родное имя, которое ему дали родители при рождении, когда он был еще наследным принцем, Рамесису Мери Амон. 4 слова. Ра, Месису, Мери Амон. Извините, 5. Амон. Рожденный Ра, возлюбленный Амоном, и там какие-то артикли между ними. То есть примерно так это переводится. Когда он становится... Собственно говоря, вот от этого Рамесису, по всей видимости, как бы Геродот записал Рамзес. Но царствовал он под другим именем. Имя его переводилось с древнеегипетского как «сильный правдой Амона». Опять-таки, Амон, божество Центрального Египта, вот как раз того самого Луксора, о котором мы с вами говорили. И, собственно говоря, он там и царствовал. И именно там, на западном берегу, до сих пор существует храм Пер-Рамзес, который, опять-таки, условно. Усер-Маат-Ра. Сильный правдой Ра. Итак, Усер-Маат-Ра, он же Рамзес II. Ребята, 65 лет на престоле. Мало того, вы знаете, у нас есть его мумия. И даже по этим останкам видно, что божественно сложен, хотя умер в глубокой старости. То есть вы же понимаете, что как бы в Древнем Египте человек, который перешел 40-летний рубеж, ну это аксакал.
потому что, ну, это очень круто. Медицина была, трепанации черепа делали, чтобы вы понимали. Но все было ужасно со стоматологией, потому что, например, мы с вами видели голову трехметровую Аменхотепа III, когда взяли его мумию, как бы открыли ей рот, то стоматологи сказали: боже мой, как человек любил сладкое. То есть там зубы изъедены пирожными как бы до невозможности. У Рамзеса как раз все хорошо. Единственное, что завелся какой-то грибок у мумии, как бы египтяне, они вовремя как бы опомнились, они тогда решили обратиться в самую лучшую клинику, это как вот для нас с вами Шарите в Германии, так во Франции лучшая клиника для мумий при Лувре. И они повезли Рамзеса в Лувр там полечить. Вы знаете, так интересно, я как бы видел эти кадры, это так забавно. То есть прилетает самолет с Рамзесом, в Париже, в Шарле де Голле в аэропорту выстраивается почетный караул, то есть мумию встречают как главу государства. То есть ну, по этому протоколу. И точно так же потом его провожали. Ну, его, надо сказать, вылечили. Да, так вот, как бы там орлиный профиль. То есть, ну, красавец, по всей видимости, был совершенно невероятный. Как и у Аменхотепа III, которого мы с вами сегодня видели, это история большой любви. Аменхотеп III, кстати, был женат действительно как бы по очень большой любви. Его жену звали не то Тия, не то Тея, ну, как-то так ее звали, короче говоря. И это тоже был тогда, наверное, единственный случай, когда, ну, вообще так не принято, когда фараона и его жену изобразили в скульпторы одинакового роста. До сих пор вот вы входите в Каирский музей, там два огромных колосса, он и она. Они одинакового роста. Такого не делали никогда. Любимая жена фараона, она всегда изображается рядом. Если он сидит, то она ему доходит вот до колена. Она тут стоит. Вот, как бы, вот в этом вот месте и не выше. Как бы. Рамзес II, у которого была тоже любимая жена Нефертари, которую он просто обожал, и несмотря на все это, да, ну, как бы он все-таки был абсолютно конъюнктурен в этом смысле, потому что вот его знаменитые 4 колосса в Абу-Симбеле, вот он там сидит, помните, да, это же Абу-Симбел, который переносили там чуть-чуть. Но там у левой ноги стоит жена Нефертари, любимая, любимейшая, которую он обожал, души не чаял, но она ему там по колено. Ну, прожили они вместе недолго, она, по-моему, умерла достаточно молодой, он страдал всю свою жизнь, но опять-таки страдал в своем личном гареме. У Рамзеса II было огромное количество жен, огромное количество любовниц. От этого огромного количества, наложниц точнее, было огромное количество детей. Все это были царские дети. Все они были узаконены. У него в результате, ну, в силу того, что он живет очень большую жизнь, у него умирает при его жизни один наследник престола, второй наследник престола, третий наследник престола. И в конце концов, как бы, ситуация доходит до того, что у него нету другого выхода, кроме как назначить наследником вот этого своего сына. А это у нас Хаймуасет. Хаймуасет Рамсесович, как бы его сын, который вообще никогда не готовился к престолу. Ему готовили жреческую карьеру, то есть, ну, церковную по-нашему, да. То есть рассчитывали, ну, будет он архиепископом в городе Уасет. Кстати, Хаймуасет, его имя, оно означает как бы возвеличенный в Уасет. Повторяю, что Уасет, вы же помните, да, это то самое, что Фивы, и то самое, что Луксор. Вот. И он, в принципе, как бы в отличие от своего родителя, который все время воюет, который все время весь в политике, который абсолютно активный, это интроверт. Он все время в книжках, он мудрец, он читает, он учится. Он говорит практически на всех, чуть не сказал европейских, на всех восточных языках, которые в это время в ходу вокруг Египта. Он очень часто уезжает с дипломатическими миссиями, чем очень сильно выручает в политике своего отца Рамзеса. Но Хаймуасет Рамзесович, в принципе, как бы готовится к тому, что всю свою жизнь он проведет среди книг, фолиантов, среди всяких древностей. А вот теперь смотрите, как бы это то, что важно, и я хочу обратить на это ваше внимание. Это, как принято считать, первый египтолог в истории. Для него пирамиды, для него додинастический период, для него все вот это, там первые какие-то династии, а он
представитель так называемой 19-й династии рамсесидов, для него это страшная древность. И он один из первых пытается все это как-то систематизировать и об этом даже что-то написать. То есть это такой вот своего рода Николай Михайлович Карамзин только для Египта, который как бы сел и написал историю государства египетского, которая, к сожалению, до нас не дошла, дошла там в отдельных каких-то отголосках, которая связана с... Опять-таки, правильно, что я вспомнил Карамзина, потому что, как у Карамзина там куча сказок, в результате и здесь как бы этот персонаж попадает вообще в египетские сказки. В египетских сказках это волшебник, это чудак, это сказитель, это мудрец, и это Иванушка-дурачок своего рода. В принципе, для древнеегипетских сказок вот Хаймуасет Рамсесович вообще самый-самый любимый персонаж. То есть, в принципе, вы сейчас смотрите на своего рода Бабу-Ягу, но только древнеегипетского фольклора. Ну и раз уж мы с вами заговорили как бы о людях образованных, да, которые жили среди текстов, среди табличек, то, естественно, как бы переходя уже на Ближний Восток, Древний Ближний Восток, я хочу начать вот с этой так называемой 11-й таблички. Это 11-я табличка библиотеки Ашурбанапала, ассирийского царя, которую мы с вами сейчас, ну так или иначе посмотрим, ну как минимум оформление ее стен. Но я вам показываю ее вот почему. Здесь, на этой 11-й табличке, здесь написан текст главы, которая входит в корпус эпоса, который мы с вами знаем как поэма о все повидавшем или эпос о Гильгамеше. Это, наверное, самое древнее литературное произведение на планете Земля. Чтобы вы понимали, оно написано, как принято считать, что оно создается примерно там, в 20 столетии до нашей эры, то есть это примерно за 8 веков до Троянской войны, которую Гомер описал еще через 4 века. То есть примерно 1200-1300 лет должно пройти до тех пор, когда появятся Илиада и Одиссея, на которой, в принципе, стоит вся европейская литература. Эпос о Гильгамеше штука очень интересная, и я сейчас держу себя, вы не понимаете, как за руки, за ноги, чтобы не начинать рассказывать вам эту сказку. Потому что эта штука совершенно необыкновенная, но почему для нас имеет особый интерес именно 11-я табличка. На 11-й табличке Гильгамеш, великий герой, полубог, царь города Урук, который находится в земле Шумер, которая поближе к Персидскому заливу. Это вот там, вот, где впадают в Персидский залив реки Тигр и Ефрат. Он приходит в гости к человеку, который живет всегда, который живет постоянно, который знает про эту жизнь все, который видел все. И этот человек Гильгамешу рассказывает историю потопа, которую он пережил. Человека этого зовут в данной концепции Утнапиштим или Утнапишти. Мы с вами его знаем как Ноя, который собрал всех зверей, всякой твари по паре, да, то есть вот это вот все погрузил на корабль, вот, это все здесь есть. Дешифровал эту табличку совершенно потрясающий парень Джордж Смит, который работал в Лондоне в типографии, типография находилась рядом с Британским музеем, всякий свой перерыв он тратил на то, что он бежал в Британский музей, вот в отдел этих клинописей, его всегда будоражили всякие буквочки, и каким-то чудом этот человек дешифровал древнеассирийскую клинопись, а этот текст написан на аккадском языке. Эта табличка, это примерно 8 или 7 век до нашей эры, это аккадский язык. На аккадском языке говорили в Ассирии. И вот, собственно говоря, Джордж Смит каким-то чудом это все дешифровал, и в результате как бы представил свой доклад британскому королевскому обществу, которое это приняло, и человек скакнул как бы из типографии сразу в ученые, и даже сделал доклад в Королевской академии, причем на этот доклад пришел Гладстон, который тогда был премьер-министром Великобритании, пришел архиепископ Кентерберийский, то есть пришли все
послушать никому неизвестного еще печатника. Но после этого он тут же получил финансирование и начал раскопки прямо там, в тех местах, как бы, где все это было найдено. Вот, то есть, ну, это вообще как бы уникальный, наверное, случай, наверное, даже более уникальный, чем дешифровка розетского камня Шампальона, ну, и здесь об этом, обо всем написано. Ну и, конечно же, абсолютно все теологи выдохнули и сказали, ну вот, как хорошо, в Библии написана правда. Ну, хоть что-то у нас есть, хоть чем-то мы можем подтвердить. И здесь таки, да, здесь история потопа. Ну, повторяю, здесь как бы главного спасателя Малибу зовут не Ной, а Утнапиштим. Это дворец царя Ашурбанапала. Ну, точнее говоря, рельефы из дворца Ашурбанапала, которые находились в Ниневии. Ниневия была раскопана вот совсем недавно, незадолго до этого. То есть 19 век вообще называют веком великих археологических открытий. И сегодняшние историки, которые имеют отношение, ну, археологи, которые работают с великой древностью, они, в принципе, говорят, что на сегодняшний день в истории и в археологии уже совершены все великие открытия. Но они очень сильно рассчитывают, что 21 век станет веком великих археологических и исторических исследований, потому что вот исследований пока еще очень сильно не хватает. Мы сейчас немножко посмотрим как бы этих рельефов поближе, но я скажу вам буквально два слова об этой культуре, об этой цивилизации. Ассирия вообще начала формироваться вокруг города под названием Ашур. И город этот был посвящен главному богу этого племени. Ассирийцы, в принципе, это семитское племя, такое же, как шумеры, как аккадцы. Ну, говорили они, кстати, на аккадском языке. И когда-то они были периферией аккадского государства, но когда оно распалось, то получилось так, что там как раз возникли там какие-то силы, которым стала интересная экспансия как бы вокруг, как бы вне себя, и они, собственно говоря, начали этим заниматься. Ну и, собственно, они завоевали в результате все. Вот Ассирия завоевала, вот город Ашур, да, он как Рим того времени. А мы с вами говорим, это примерно второе тысячелетие, первое тысячелетие. То есть это довольно давняя история. Они, как бы вообще история Ассирии, она делится на два периода. Как бы раннее ассирийское государство и позднее ассирийское государство. Между ними лакуна, про которую мы ничего не знаем, мы не понимаем, что тогда произошло? Ну, что-то тогда произошло. То есть государство просело, а потом опять вдруг возвысилось. Но опять-таки, все это вот какими-то такими вот волнами. Но интересно то, что это первая цивилизация, которая возникла и существовала именно как империя. Что имеется в виду? Они подчинили другие народы и другие государства. Но интересно что? Почему они просуществовали так долго? Они не стали навязывать свой образ жизни. Они не стали навязывать свой уклад. Они, если сталкивались, скажем так, с народом, который говорил, что да, мы понимаем, как бы вы сильнее нас, да, вы пришли, мы видим, что у вас серьезная культура, в отличие от нас, вы как бы и писать умеете, вы нас научите, то есть, ну, мы готовы, да, мы будем с вами сосуществовать. Хорошо, говорили ассирийцы, они оставляли местную династию, они оставляли местную аристократию, элиту, давали даже какую-то автономию. Самое главное, чтобы были нормальные отношения. Если возникал конкретный протест, если возникало активное сопротивление, то здесь они были совершенно бессердечны. То есть они изобретатели вырывания ноздрей, отрезания половых органов, посажения на кол, четвертования, колесования, всяких потрошений. Это все они. Это все создали и придумали они, и благодаря вот этому кнуту и прянику они создают свое государство, которое, конечно же, все вокруг дружно ненавидят, которое воюет абсолютно со всеми вокруг, но при этом все равно к своему излету, как бы это абсолютно военизированная держава, она создает совершенно потрясающую культуру, и это все выливается во дворец Ашурбанапала. Ашурбанапал на самом деле один из самых последних ассирийских царей. Но именно при нем как бы эта империя достигает пика своего могущества и пика, ну скажем так,
абсолютно вот такого культурного взлета, который нам интересен. Раннее сирийское государство возникает в самом начале второго тысячелетия до нашей эры, даже в конце третьего, можно сказать. Там был такой Саргон древний, так называемый. Вот. А позднее сирийское государство – это уже самое начало первого тысячелетия до нашей эры. Это примерно там 900-е годы. А то, что мы с вами сегодня смотрим, это 7 век. 7 век – это 600-е годы до нашей эры. Ну, вот Ашурбанапал, это, если я не ошибаюсь, там, грубо говоря, там 660-й, там 630-й год до нашей эры, вот 30-летие его правления, буквально через 20 лет после его смерти от его империи не останется и следа. Царская охота. Ассирийские цари любили охотиться на львов. И, собственно говоря, здесь это изображено. Львы в прыжке. Вот там вот на колеснице Ашурбанапал. У него же там куча людей, которые как бы тоже имеют к этому отношение, потому что, по всей видимости, охота состояла в том, что царь намечает добычу, выпускает стрелу из лука, эта стрела достигает цели. Если она цели достигает, то тогда уже как бы вот ассистенты, которые там же стоят, они уже ее добивают, потому что, ну, не царское это дело уже, как бы он свое дело сделал, поехал дальше. Вот здесь вот левик уже валяется, видите, да? Тут уже как бы вот кого-то пришили. Вот невероятно красивая вещь. Это тоже Ашурбанапал, потому что ну, его здесь много. То есть, ну, представьте себе, вот не то, что как бы он есть на каждой стене, он есть даже на каждой половине стены. То есть в силу того, что это империя, это уже разговор про пропаганду. Здесь очень важно, чтобы, попав сюда, там, любой человек, который пришел в качестве данника, просителя, переговорщика к этому царю, ну неважно кто он, да, чтобы со всех сторон на него смотрел царь. Ему становилось страшно от этого. Здесь царь Ашурбанапал, вот видите, он сам как бы разбирается стоматологически с этим львом, засунув копье ему прямо в пасть. А вот это совершенно потрясающая вещь. То есть, ну, не знаю, как вы, а у меня в учебнике по древнему миру для 5 класса была эта львица. И я, когда до этого долистал, я плакал. Потому что, ну, эта кошка реально умирает. Ну, как бы, ну, здесь такая экспрессия. Она вот, помните у Ильфа и Петрова, да, киса издал крик, отдаленно напоминающий вопль волчицы, простреленный на вылет. Вот она издает этот крик. Она до такой степени живая, а это, на секундочку, я же вам говорю, да, это там, 7 век до нашей эры. И это ну, просто абсолютно там какая-то левая, крайняя справа львица, то есть ничего особенного. А для нас, как бы мы на нее смотрим, и для нас это просто какое-то чудо. Как можно было сделать вот такую вот жизнь в камне, какую-то невероятную, которая издает крик. Я ее вспоминаю всякий раз, когда удается посмотреть в хорошем исполнении балет «Ромео и Джульетта». Вы же помните, балерины, они же не разговаривают. И там Джульетта, когда она обнаруживает, что Ромео мертв, хорошая балерина, она может в этот момент так открыть рот, что ты реально слышишь этот крик. Вот здесь примерно то же самое. Ну, говоря об Ассирии, невозможно не говорить об этих быках Шеду. Они есть в Британском музее, они есть ну, много где на самом деле. Они есть и в Лувре, они есть в Берлине, в Берлинском музее на Берлинском острове. Они интересны чем? Эти быки стояли при входе, их изобрели ассирийцы. И это так всем понравилось, что эти быки появляются потом в Вавилоне, эти быки потом появляются в персидских дворцах персидских царей, там в Экбатане, в Сузах, в Персеполе. Это производит неизгладимое впечатление на македонян. То есть, когда вообще Александр Македонский входит в Вавилон со своими диадохами, ну им было страшно. Кто-то из них даже, по-моему, описывает, что они прошли между этими быками, потом Александр остановился и сказал: нет, подождите, еще раз. Он всех вернул и зашел еще раз. Он несколько раз так проходил, он пытался понять, что происходит. А происходит вот что. Смотрите, что интересно. Считайте ноги. Увидели? Вот смотрите. Вы Александры. Вы Гефестионы. Вы подходите к быкам Шеду. Они стоят вот так вот, на вас смотрят. Ну ладно, стоят и стоят. И вы проходите между ними, и вдруг вы боковым зрением вы видите, что бык делает шаг. Представляете, какое чудо? Ну, вы же понимаете, дополненной реальности не существует. ТикТока нет, Инстаграма нет, ничего нет. То есть только быки Шеду,
Как бы, и когда с этим сталкиваются там люди, которые не подготовлены к этому зрелищу, а боковое зрение у нас у всех работает, у нас угол зрения 140 градусов, у большинства из нас, некоторых даже больше. Конечно, это производит совершенно неизгладимое впечатление. Это быки Шеду, которые стоят в Британском музее. Ну, а мы с вами пришли куда? Сами вы, Греция. Мы с вами еще не уходили с Ближнего Востока, должен я вам сказать. Мы с вами на самом деле все еще на нем, на этом самом Ближнем Востоке. Потому что то, что я вам показываю, это очень старая фотография, но она мне очень нравится. Как бы она черно-белая, вы же понимаете. Это скульптурная группа, вот эта вот, некоего Мавсола, который был сатрапом Карии. Это уже заканчивается Ассирийская империя. Быстренько вам скажу о том, что Великую Ассирийскую державу похоронили союзники. Америка, Англия. Нет. Медяне во главе с царем Кеоксаром. Вавилоняне во главе с царем, которого мы с вами знаем как Навуходоносор II, хотя на самом деле его там звали Набу, Апли, Уцур, там чего-то там куда-то. Точно, сейчас не помню, точно не скажу. Вот. И вавилоняне, и египтяне, фараон Псаметих тогдашний. Они заключили союз, они поняли, что Ассирийская империя ослабела до такой степени, что великий царь Ашурбанапал строит себе дворец, невероятные хоромы, вот со всеми теми барельефами, где он охотится на львицу, а еще у него там, знаете, что есть? Я вам об этом не сказал. У него там есть библиотека. Это первая публичная библиотека в истории человечества, куда вообще как бы можно было пойти не только царю там почитать что-нибудь, а вообще как бы очень многим людям. Нет, ну понятно, что всех подряд как бы туда не пускали. То есть нужно было иметь какой-то абонемент, удостоверенный царем, чтобы как бы можно было таблички немножко напочитать. И понимание, что там это все уже возникло, то есть уже на сегодняшний день там ассирийский двор, он оперирует такими понятиями, как мода, как новые ткани, а давайте увеличим гарем, а давайте обратим внимание на то, что у нас с ювелирными украшениями, и мы хотели бы еще везите нам львов, везите, потому что у нас охоты, мы больше не хотим воевать, нам всего хватает, мы никуда не пойдем. Ага, подумали все вокруг, можно брать. Они уже стали тепленькими. То есть как получилось то же самое, что получилось с Римской империей. Да? Как Гиббон сказал, почему погибла Римская империя? А шелк появился. Собственно говоря, прежде всего поэтому. Но это отдельная история. И через 20 лет после смерти Ашурбанапала при его наследниках вот эта троица, она берет почти без сопротивления столицу Ассирийской империи, город Ниневия, и Ассирийская империя прекращает свое существование. На ее развалинах появляются два достаточно могущественных государства. Нововавилонское царство Навуходоносора и его потомков и Медийское царство. Медийское царство очень скоро становится персидским царством, потому что не то внук, не то племянник, не то там какая-то седьмая вода на киселе, короче говоря. Царь, которого на самом деле звали Керуш, но мы с вами знаем его как Кир II Великий, он все вот это вот захватывает, отбирает трон Мидии у своих родственников, объявляет это все персидским государством, потому что он сам родом из провинции Парса, которая находится на берегу Персидского залива. И потихонечку начинается персидская экспансия, которая идет во все края. И персы к этому времени, на которое мы с вами сейчас смотрим, а это начало IV века до нашей эры, то есть с тех пор, как мы смотрели дворец Ашурбанапала, прошло около 200 лет, грубо говоря, уже вот место, про которое мы сейчас будем говорить, а именно Кария. Кария – это юго-западное побережье турецкой Анатолии, которое смотрит сегодня на Эгейское море. Если вы знаете турецкий курорт Бодрум, то мы говорим с вами как раз об этом месте. Это сатрапия Великой Персидской империи Ахеменидов. Что такое сатрапия? Как бы область.
персидские цари унаследовали технологию царей ассирийских. Там, где они не сталкивались с сопротивлением, там, где местные царьки говорили: мы принимаем вашу власть, мы будем хорошими, мы будем вас слушаться, будем платить дань, персы оставляли их в качестве сатрапов на этих территориях. Вот таким сатрапом был Мавсол, который здесь изображен. А это, с разбитым лицом, его родная сестра, она же жена Артемисия II. Ну, пусть вас это не шокирует, на Востоке, как в Египте, как в Ассирии, как в Персии, это было обычное дело. Родные братья и сестры, они обязательно женились между собой и даже могли заводить детей. Но чаще всего наследники престола получались от побочных жен. По всей видимости, кто-то им говорил из мудрых людей, что не надо до такой степени смешивать кровь, потому что все это может в результате плохо закончиться. Но тем не менее, вот эти двое, по всей видимости, очень любили друг друга. Она, собственно говоря, почему Артемисия II? Потому что еще была Артемисия I, которая жила на 100 лет до этой парочки. И эта Артемисия I, будете смеяться, была чуть ли не лучшим флотоводцем в армии персидского царя Ксеркса, который в свое время напал на Грецию. Если вы помните, вот эти вот все войны, которые закончились потом в Фермопилах, но перед этим, конечно же, был марафон, в этом всем принимала участие вот их прапрапрабабушка, которая была Артемисией I, а это Артемисия II. Ну, почему я вам все вот это показываю? Здесь важно все. Вот эта лошадка важна, вот эта парочка важна, а это пол лошади. Тут видите? Пол лошади, ее задняя половина, круп коня. Они были сатрапами Карии. Бодрум в то время назывался Галикарнас. И когда любимый брат и муж Мавсол, красавец, умница, видите, длинноволосый такой вот весь, высокого роста, атлетического телосложения, когда он умер, то его сестра, жена Артемисия, построила ему вот такое вот здание, в котором он должен был упокоиться. Это макет, потому что здание до нас, к сожалению, не сохранилось. Это Галикарнасский мавзолей. Собственно говоря, слово «мавзолей» происходит от его имени Мавсол или Мавзол. И этот Галикарнасский мавзолей древние эллины считали, как вы понимаете, одним из 7 чудес света. И вот та скульптурная группа брата и сестры, которую мы с вами видели, они стояли вот здесь. Вот здесь на самом верху вот эта квадрига. Квадрига – это, собственно говоря, 4 лошадки, запряженные в колесницах, а лошадок мы с вами тоже видели. Вот это все отсюда, с самого верха. Это довольно крупное и очень высокое сооружение. Я вам сейчас в метрах не скажу. Ну, скажем так, наверное, это коррелируется по высоте с одним из корпусов нашего с вами любимого «Газпрома». Вот здесь был вход. Вот это один фриз. Фризом в данном случае называют опоясывающий здание. Или орнамент, или барельеф, изображающий людей, животных, там неважно кого. Это второй вот такой вот ярус. Здесь у нас колоннада, по всей видимости, святилище, и сама урна с прахом. То есть, да, кстати, это не было вот это вот как Ленин в мавзолее, то есть это вот стеклянный гроб, там лежит вот это вот чучело человека, которое все время приводят в какой-то порядок. Нет, благополучно сожгли, засыпали в урну, и вот там вот эта урна стоит. Но вот так вот это выглядело, по всей видимости. Это реконструкция, то есть это говорит о том, что, наверное, так, но это не точно. Здесь, вот в этом месте, фриз, который называется «Амазономахия», битва с амазонками, которые мы с вами сейчас будем смотреть, потому что вот в Британском музее как раз от нее кое-что сохранилось, а я хочу обратить ваше внимание на это прекрасное древнегреческое слово. Амазономахия. Ну, понятно, что речь идет не о сайте, на котором мы иногда там что-то покупаем, а о амазонках. А что ж такое махия? Махия с древнегреческого языка – это всего лишь навсего битва или сражение. И от этого слова, вы будете смеяться, происходит жаргон, который придумали не то харьковские, не то киевские гимназисты до революции. Махач. Знакомо, да? Поняли, о чем идет речь? Вот такой вот махач с амазонками
происходит на одном из фризов Галикарнасского мавзолея, и одним из авторов этого махача, вот этой вот Амазона Махи, является великий Скопос. Скопос – это один из, ну, наверное, величайших скульпторов древней Эллады, потому что когда кого-то из художников, скульпторов или тех, кто имеет отношение там, к мастерствознавству, там, спрашивают, там, перечисли великих греческих скульпторов, Скопоса называют обязательно. То есть он один из. То есть вот Фидий, Мирон, Поликлет, там, Прокситель и обязательно Скопос. Ну, конечно же, Лисип, ну, конечно же, Леохар. Но Леохар, кстати, к этому месту тоже имеет огромное отношение, потому что он, скорее всего, работал над фризом скульптурным, который находился ниже вот этого фриза. Почему обращаю ваше внимание на этого Леохара? Самое известное творение Леохара вы все знаете. Это, помните, Аполлон Бельведерский? Вот он стоит вот так, у него вот так вот рука, тут он держал когда-то лук. Из одежды на нем только плащ, больше ничего нету, как бы прекрасен, невероятно, все его очень любят. Аполлон Бельведерский сегодня стоит в Ватикане, но его многочисленные копии стоят абсолютно по всем, наверное, музеям мира. У нас в Харьковском художественном училище Аполлон Бельведерский стоял на первом этаже. На нем во время на переменках все очень любили сидеть, болтать ножками, как бы на цоколе как бы этого памятника, и кто-нибудь обязательно за время учебного года головой отбивал ему гипсовый член, который к 1 сентября следующего года скульпторам обязательно говорили, что они должны сделать новый, и мы все в ожидании 1 сентября прийти посмотреть больше, меньше, какой в этом году вообще, что носят в этом году в конце концов. То есть это было довольно забавно. Так вот, Леохар как бы тоже имел отношение к Галикарнасскому мавзолею. Ну, давайте пройдемся вот немножко по... Просто обратите внимание на ритм, который задается. То есть, что древние греки уже творят в это время. Вы же помните египетскую скульптуру, да? Ну, или вот это вот. Как бы Ассирия, да, там только с копьем, то есть все очень жестко. То есть Роберт Вертер. Здесь полнейшая пластика. Греки, они уже освоили до такой степени лепку человеческого тела, что куда крепится, как работает, пронация, супинация, лордозы, что куда поворачивается, они с этим работают идеально. Они все про это знают. И Скопос строит весь этот барельеф на вот таких вот диагоналях. Вот вы обратили внимание, вот предыдущая картинка, там тоже вот такие вот тела. То есть они либо вот так, либо вот так. И это создает какой-то сплошной бесконечный танец. Это очень красиво, когда смотришь в большом количестве эти барельефы, но, к сожалению, их сохранилось немного. Ну вот, опять же, из этой же серии. Да? Одетые амазонки, раздетые эллины. Обнаженка, мужская обнаженка в древней Элладе – это символ либо божественной природы, либо героической. Героическая природа – это не то, что как бы выскочил как бы на фашистов и бросил в них гранату. Это не про то. Герой в Древней Греции – это полубог. То есть кто-то из родителей, то есть бабушка изменила Сен-Бернаром, кто-то из родителей обязательно относится к олимпийским богам. А девочки, женщины, они всегда в одежде в той или иной степени, и даже амазонки, хотя они женщины-воительницы. Но они же все-таки женщины. Ну, я немножко вам про греков расскажу, как бы об этом стоит поговорить. Это я, кстати, вот прям в Бодруме, в Галикарнасе, на том месте, где находился этот мавзолей. То есть вы видите, да, вот эта вот кладка, это то, что осталось от фундамента. Вот это вот. То есть, в принципе, то есть он такой, как, ну, как бы вам сказать, ну, примерно 20 на 20 метров в плане. То есть он не сильно прям большой. Ну и, конечно, оно все вот такое вот разваленное на сегодняшний день. И отсюда повывозили, повытаскивали все, но за исключением вот этих вот огромных частей колонн, которые, ну, как бы большие, их очень много, они ни о чем. Ну, колонны и колонны. Как бы, вот их там, эти части колонн, их там оставили. Но я вам немножко хочу рассказать о древней Элладе, чтобы вы понимали, что она была устроена так, что самым бесправным существом, как вы думаете, был кто? Самым бесправным существом была женщина. Причем, понимаете, в чем штука? Это очень сильно напоминало
Ну, прям вот такие вот самые-самые сложные на сегодняшний день страны Востока. То есть женщина, девочка, да, неважно, кто, девочка, женщина, там, девушка, они проводили свою жизнь на так называемой женской половине, которая называлась гиникеем, откуда ступать на мужнину половину можно было, или на половину отца, или на половину брата, можно было только по личному приглашению. То есть, если не пригласили и зашла под горячую руку, можно было так получить. Вообще, чтобы вы понимали, на протяжении всей антики, что древние Эллады, что древнего Рима, а мы же с вами родом как раз отсюда, да? Культурно я имею в виду. Мужчина вообще имел полную власть над женщинами в своем доме. То есть вплоть до убийства. То есть, единственное, что потом надо было прийти в суд и объяснить, что, была причина уважительная. То есть не просто так. Не потому, что делать нечего, а так сложились обстоятельства. То есть это, конечно, страшно. Были ли исключения? Да, были. У Сократа, например, была такая жена, от которой он чудесно получал по шее, и, собственно говоря, благодаря ей стал философом. Потому что, вы же помните, Сократ говорил, что если в любви повезет, то счастливо проживешь свою жизнь. Если не повезет, станешь философом. Вот. Жена довела его до философии. Поэтому ситуации были разные. Но тем не менее, домострой был устроен именно так. При этом мужчина, он должен был вести активный образ жизни. Если на город, на полис, тогда же у древних греков, да, у них же практически не было государства, как государство Греция, да, а каждый город, каждый полис – это было отдельное государство. Если города-государства воюют между собой, или если, не дай бог, персы, скажем, пришли, то, конечно, все брались за оружие и все шли защищать, потому что понимали, что защищают. У них были совершенно идеальные условия жизни. Но у них была так называемая прямая демократия. То есть у них до минимума была сведена коррупция. Нет, она, конечно же, была. Но она была именно минимальной. Были ли подкупы на выборах? Конечно же, были. Но за это можно было очень хорошо отгрести, если поймали за руку, например. То есть была ли жизнь сахаром? Нет, она сахаром не была. Но тем не менее, люди сумели договориться о каком-то сосуществовании, которое их устраивало. И мальчики, и мужчины имели полное право на это сосуществование. Мало того, они проводили свою жизнь за изучением боевых искусств, что происходило, естественно, в гимнасиях, потому что там они занимались спортом, там они делали свои прекрасные тела. Кроме этого, они учились владеть мечом, копьем, луком, ездить на лошади. При этом все они так или иначе занимались коммерцией какой-то, да, или были землевладельцами, а значит, надо было эту землю либо контролировать, либо ее возделывать. Надо было этот бизнес либо контролировать, либо этим заниматься. То есть это были их ежедневные труды. Был ли у них досуг? Да, он у них был. У них было свободное время, которое в древнегреческом языке называется схолий. Во время этих схолий мальчики шли к великим мудрецам, великим учителям, великим философам, садились там и их слушали. Всех этих Сократов, Платонов и так далее в их академиях. Но дело в том, что вот от этого слова схоли происходит наше с вами escuela, école, school, школа. Поэтому скажите вашим детям, что когда они идут в школу, это их свободное время. Другого свободного времени у них нет. Что у нас здесь? Я просто, раз уж мы с вами пошли по чудесам древнего мира, представленным в Британском музее, вот мы с вами посмотрели уже немножко на то, что осталось от Галикарнасского мавзолея, а это то, что осталось от храма Артемиды Эфесской. Недалеко от Галикарнаса, чуть-чуть северо-западнее, находится город Эфес. В городе Эфес горожане построили богине Артемиде, которая была покровительница города, огромный, невероятной красоты храмовый комплекс, в центре которого стоял центральный периптер, центральный храм. Вот каждая колонна этого храма, их было очень много, она опиралась на вот такую вот базу. То есть это примерно вот такой высоты, а оттуда начиналась колонна. Каждая база была уникальная, каждая рассказывала какой-то миф, какую-то историю, какую-то легенду. О чем здесь в данном случае идет речь, вам не скажу, честно говоря, просто не знаю. Но сделано, конечно, просто невероятно и потрясающе. Как вы помните, храм сжег
человек по имени, которое нельзя называть, потому что жители Эфеса издали указ, чтобы все навсегда забыли этого человека, чтобы ни в одних аналах истории он не остался, и чтобы будущее поколение никогда не знали, что его звали Герострат. Ну и, наконец, мы с вами в Афинах. Мы с вами на Акрополе. Акрополь – это всего лишь навсего высокий город. И как бы таких высоких городов по всему миру как бы валом, и в принципе все города пытались строиться именно так, чтобы была как бы цитадель, куда в случае чего можно укрыться. И, собственно говоря, несколько раз Акрополь афинянам спасал жизнь, когда они могли там спрятаться от тех, кто пытался взять Афины, хотя во время своего второго пришествия в 480 году до нашей эры персы Акрополь сожгли. Здесь до этого находились совершенно другие храмы, другие строения, там от них остались там какие-то следы на сегодняшний день, но после того, как их изгнали, вот Акрополь был абсолютно пуст. И прошло практически 50 лет, пока афиняне пытались выстроить для себя экономическую возможность навести на Акрополе порядок. Сделали они это прежде всего потому, что они придумали такую уникальную штуку, как Делосский союз. Они договорились со всеми городами-государствами вокруг, что они будут в случае чего любую агрессию, то ли со стороны персов, то ли со стороны Пелопоннеса, Спарта уже тогда была как бы такая общая проблема, потому что это, видимо, участь всех великих народов. У кого-то орки на севере, у кого-то орки на юге. У них орки были на юго-западе. Они пытались как-то противостоять спартанцам, потому что спартанцы – это вообще как бы культура, которая заточена исключительно на экспансию, исключительно на какие-то завоевания, исключительно на какие-то военные действия. А греки же, как бы они другие. Этим бы почитать что-нибудь, там, послушать кого-нибудь, как умных, да, там, создать какую-нибудь трагедию, создать драму. Это люди, которые имели непосредственное отношение к возникновению Олимпийских игр. И я хочу вам сказать, что Олимпийские игры – это не только про то, кто быстрее бегает, выше прыгает, там, лучше дерется. Олимпийские игры – это еще состязание между поэтами, состязание между драматургами, состязание между кефаредами. То есть там было все, там было представлены все искусства, как бы и спорта, и искусства, известные на тот момент. То есть афиняне, они были заточены все-таки больше на культуру, и вот благодаря созданию Делосского союза, когда средства вот этих городов-государств не аккумулировались в Афинах, при Перикле, который становится одним из главных архонтов в Афинах демократия, то есть он не царь, это выборная должность, он понимает, что часть денег этого Делосского союза он может пустить на то, чтобы улучшить быт и эстетику города, любимого его родного города Афины, и он пускает это все на Акрополь. И здесь возводится вот этот вот храм Афины Парфенон, который возведен по, как принято считать, возведен по идее великого Иктина, архитектора, а построил его Калликрат, другой архитектор. Здесь используется искажение нашего с вами зрения на всю катушку. Эти два гениальных человека придумали, как сделать так, чтобы мы с вами смотрели на это здание, и оно для нас казалось гигантским. Например, вот этот вот стилобат, на котором стоят эти колонны, стилобатом называется вот этот вот верхний ярус, это верхняя ступенька, на которой стоят вот эти колонны. Он слегка выгнут вверх. Вот эти колонны, которые вы видите, они слегка, гармонично, да, они заужены кверху, как с этой стороны, так и со всех других сторон. Из-за этого он кажется и больше, и выше, потому что, вы же знаете, наше зрение очень реагирует на перспективу. Мы с вами, когда смотрим на рельсы, то первая шпала у нас большая, а дальше мы видим, они все меньше, а там рельсы и шпалы вообще превращаются в точку.
Вот, собственно говоря, вот эту особенность нашего с вами зрения использовали два вот этих вот кренделя. Парфенон, конечно, несчастный. Он сейчас вот выглядит так, как вы это видите, потому что он пережил, естественно, и греков, он пережил римлян. Кстати, римляне его холили, лелеяли и обожали вообще. Потом сюда пришла Византия, которая здесь сделала христианский храм. Ну ладно бы, как бы христианский храм, как бы, ничего страшного. В принципе, по большому счету, ничего не изменилось. Да, кровати поменяли. Как бы, вынесли одну кровать, занесли другую. Но потом случилось страшное, потому что сюда пришла великолепная Порта, то есть Османская империя, которая завладела этими землями. Это европейская часть Османской империи, которая называлась тогда Румелия. Здесь был свой паша, который всем этим правил. Здесь делают мечеть, опять-таки, ладно бы мечеть, но потом начинается война с венецианцами. И один из великих венецианских адмиралов начинает активно, назвали его Франческо Морозини, если не ошибаюсь, через 2 года он станет дожем, его изберут, потому что Венеция – это тоже республика. Вот он активно обстреливает со своих галер Афины и турок, которые здесь засели. И турки не находят ничего умнее, как вот в этой мечети, которая находится здесь, они сюда сносят весь порох, который у них есть. Им кажется, что венецианцы сюда не дострелят. Ага, сейчас. Венецианцы дострелили. Здесь случился совершенно невероятный взрыв. И, собственно говоря, то, что мы с вами имеем на сегодняшний день, это то, что осталось от этого взрыва. Сейчас, уже на протяжении, наверное, 10, нет, наверное, больше, но начиная с начала этого века, греческое правительство потихоньку, по чуть-чуть, они все собирают здесь, каждый камушек, его внимательно рассматривают и как мозаику пытаются вставить на свое место. Перед ними стоит очень интересная задача. Они хотят возвести Парфенон заново. Единственное, что он, конечно же, будет мозаикой. Он будет сложен из аутентичных своих частей, которые здесь можно найти и опознать, и новоделов. Ну, согласитесь, это достаточно интересно, потому что от того, что он в таком вот виде, как бы никому особенно как бы не радостно. Поэтому, если все-таки из этого что-то получится, это было бы интересно, потому что изначально это выглядело вот так. Это пропилеи, через которые люди заходят прямо на Акрополь. Потому что вот этот пандус, вот он ведет туда, вот мы проходим. Причем вот это какая-то процессия здесь изображена, потому что только во время религиозных процессий, игр, как бы вот проходили именно по вот этой дороге. Во все остальное время шли по бокам этого портика. Кстати говоря, вот этот маленький храм, видите здесь? Он до сих пор сохранился. Это так называемый храм Афины Аптерос. Вообще, как бы здесь все Афине посвящено. Но храм Афине Аптерос – это очень интересно. Не Афины, простите, Ники Аптерос. Ника у древних греков – это богиня победы. Ее всегда изображают с крыльями. Помните эту лестницу в Лувре, где стоит она без головы, без рук, но с крыльями? Красиво, необыкновенно. То есть летящая богиня победы. Что сделали древние афиняне? Они построили для нее храм, назвали его храм Ники Аптерос. Почему Аптерос? Потому что Аптерос – это бескрылая. Это Ника, которой отрубили крылья. И афиняне ее сюда посадили и сказали: отныне ты будешь только здесь, больше нигде. Никуда не полетишь, ты теперь наша. С этой стороны, вот вы видите крыша, это самая первая пинакотека. Это первая картинная галерея, которая появляется на нашей с вами планете. Она была здесь. Вход сюда, как в Британский музей, был абсолютно вольный для всех. Ну, во всяком случае, в Британский музей там в тот двор, а здесь как бы вообще можно было войти свободно. Дальше мы и проходим дальше. Вот это какие-то там служебные постройки. Здесь у нас статуя Афины работы Фидия. В этой стороне у нас небольшой храм, который называется Эрехтейон. Все наверняка видели кариатид этого храма. Это очень известная фотография. Эти девушки, которые там стоят, поддерживают с собой крышу, потому что, что женщинам зря ерундой заниматься? Пусть крышу держат. Все процессии, связанные с праздником Панафинеи, Великие Афинские игры, который был праздник, который был посвящен Афине, это был главный вообще праздник
года для афинян, он заканчивался как раз не в Парфеноне, который вот он. Он заканчивался в этом маленьком храме, потому что здесь стоял деревянный древний чурбанчик Афины. То есть это вообще, скорее всего, был какой-то там деревянный шарик, туловище, там 2 ручки и ножки, вот такие плечики были. И как бы суть праздника в этом месте заканчивалась тем, что раз в год вот этот вот символ богини Афины, ее переодевали. То есть снимали хитон и пеплос прошлого года и надевали хитон и пеплос нынешнего года. То есть, своего рода такой вот Fashion Week. А вот он Парфенон. И обратите ваше внимание на вот эти фронтоны. В тимпанах фронтонов обязательно скульптуры. И эти скульптуры тоже раскрашены. И вот как бы греки, они хотят, насколько я понимаю, вот это вот все, сделать вот прям вот таким. Честно говоря, очень хочется дожить и посмотреть. И теперь давайте немножко поговорим о гетерах, раз уж как бы об этом мы заговорили. Вот фриз Парфенона, который шел под самой крышей. Что такое вообще греческий храм? Это стилобат, вот та вот верхняя плита, которую мы с вами видели. Над этим всем находится крыша. Крыша поддерживается колоннами, которые идут по периметру. За колоннами, вот мы с вами заходим, это все портик так называемый. Внутри находится то, что архитекторы называют целла. Это, собственно говоря, кстати, это на латыни, а на греческом это наос, если не ошибаюсь. Вот этот наос или целла, это, собственно говоря, храм. Это такая коробка четырехугольная, в которой внутри стоит божество обязательно. Кстати, внутри Парфенона стояла статуя Афины Паллады работы Фидия. И, собственно говоря, коррупционный скандал, который возник вокруг этой статуи, когда она была сделана, собственно говоря, и похоронил и Перикла, и Фидия как исполнителя его заказа. Но здесь мы с вами видим Фидия, великого древнегреческого скульптора, который представляет своим гостям, своим друзьям фриз Парфенона, который идет по периметру вот этой вот целы или наоса, вот под самой крышей. То есть они находятся достаточно высоко. Видите, там просматривается стилобат внизу, то есть, собственно говоря, самый низ храма. Они ходят по вот таким вот лесам. Я человек как бы панически боящийся высоты, я бы вообще туда не полез бы ни за что на свете. Но потому что там как бы высоко. Наверное, это было интересно. И обращаю ваше внимание на то, что фриз Парфенона, вот этот вот скульптура, вот все те скульптуры, которые вы видите, он раскрашен. Этот фриз изображает именно те самые панафинеи, о которых мы с вами уже говорили. То есть вот эти вот великие игры, посвященные богине Афины, которые заканчиваются шествием, в котором принимают участие абсолютно все афиняне, даже женщины, вы будете смеяться. И все это заканчивается вот одеванием чурбанчика Афины в храме Эрехтейон. И Фидий, который вот он здесь стоит, вот он своим друзьям показывает все, что он тут наваял, и вы, конечно же, здесь видите женщину. Это не просто женщина, это гетера. Гетера – это, есть распространенный миф о том, что это просто древнегреческая проститутка. Нет, ни в коем случае. Это женщины, которые говорили на нескольких языках, которые хорошо знали музыку, которые хорошо знали классическую литературу. Они свободно цитировали любую часть Илиады и Одиссея хоть слева направо, хоть справа налево. Им было без разницы. Они умели поддержать беседу, они умели стать отдыхом для мужчины. Собственно говоря, они существовали именно для этого. Они должны были для мужчины стать частью преображения. Все, на что заточена великая греческая культура со своими театрами, со своей трагедией, это про катарсис. Это про трансформацию души. Это про то, чтобы после этого процесса человек, а человек в эту эпоху – это только мужчина, выйдя из этого процесса, он вышел на новый уровень. И дать этот новый уровень может великое искусство, великая драма, великая поэзия, театр и гетеры. Если после всего этого у человека еще оставались деньги на секс, об этом тоже можно было, в принципе, разговаривать. Но гетера – это прежде всего про искусство и про культуру.
И вот такая вот гетера изображена здесь. Это, кстати, картина Лоуренса Альма-Тадема. Это британский художник второй половины XIX века, академист. В принципе, все его творчество, все его искусство, оно направлено на вот эту вот древность. Древний Египет, Древний Восток, Древняя Греция, Древний Рим, Лоуренс Альма-Тадема. Если будет интересно, просто загуглите, посмотрите. Это, один раз на все это очень интересно посмотреть. Работал он очень хорошо и был совершенно прекрасным академистом. Ну и мы с вами опять в Британском музее. И вот то, что мы с вами только что видели на картине, но в раскрашенном виде, да, здесь мы с вами видим по вот этим вот стенам. И спасибо за это большое Томасу Брюсу, лорду графу Элгину, пэру Англии, который, будучи дипломатом на рубеже 18-19 веков, в Афинах, в Греции, все вот это собирает аккуратненько, тратит целое состояние на то, чтобы это привести в какой-то божеский вид, потому что вот оно просто валялось, понимаете? Все это даже зарисовать, все это привести в какой-то каталог, предположим. Он тратит огромные деньги на взятки турецким властям для того, чтобы получить ферман, благодаря которому он все это может вывести в Англию, потому что он разумно говорит османам о том, что, ребята, вы мусульмане, изображение человека и вообще вот всего вот этого, это вам не нужно, вы этим не интересуетесь, у вас каллиграфия, у вас орнаменталистика, зачем вам это? И в конце концов, плюс деньги, опять же, да, он оказывается убедительным, ему позволяют все это вывести в Англию. Сейчас между Греции и Великобритании ведутся уже на протяжении, наверное, более чем 100 лет судебные дела с тех пор, как Греция стала независимым государством, стала сначала королевством. Греция захотела получить это к себе назад. Англичане сказали: секундочку, у нас все документы есть. Все честно, все правильно. То есть это длится до сих пор, этот судебный процесс, и он бесконечный. Мраморы Парфенона, мраморы Акрополя на сегодняшний день, они есть в Британском музее, и они есть в Афинском музее Акрополя, прямо там, рядом с Акрополем. И для того, чтобы быть до конца честными, надо сказать, что абсолютно все те, кто рубят фишку, кто в этом хорошо разбираются, говорят о том, что мраморы Парфенона в Британском музее сохранены и сохраняются лучше, чем это делается в Афинах. Поэтому может быть неплохо, что они находятся сейчас там. Конечно же, лорд Элгин не планировал все это выставлять в своем замке. Он планировал это все продать Британскому музею. Британский музей в это время уже существует на всю катушку. Элгин тратит примерно 70 тысяч фунтов стерлингов. Это сумасшедшие деньги. Практически все свое состояние еще занимает что-то для того, чтобы все это вывести. Здесь не только фриз Парфенона, здесь еще статуи с его фронтонов, которые мы с вами видели в цветном варианте. Сейчас мы их будем смотреть. Вот лорд Элгин вывозит все это в Англию, причем вывозит очень сложно. Он плывет во Францию. Во Францию его арестовывают, потому что во Франции у власти уже консулат Наполеона Бонапарта, у него контры с Англией, тут английский дипломат. Франция арестовывает как вот эти мраморы, так и самого лорда Элгина. Мраморы каким-то чудом отпускают. По всей видимости, была все-таки какая-то правовая система. Во Франции им показали ферман султана, они сказали: ладно, раз документы все есть, пусть едут, все нормально. А вот дипломата мы вам вашего не отдадим. Он английский шпион, поэтому будет сидеть у нас в тюрьме. И 2 года лорд Элгин томится в Лурде во Франции. Кстати, Лурд не самое плохое место. Там, кстати, через какое-то количество лет, в конце 19 века, там объявится Богородица в гроте. И, кстати, в Лурде, после всего вот этого, там построен храм, именно связанный с пришествием Марии. Это одно из мест паломничества на сегодняшний день. Вообще, очень живописные места на юге Франции. Но, опять же, он же женат, и жене позволяют уехать в Англию. Жена уезжает в Англию приезжают и мраморы, и жена. Жена лорда Элгина там начинает встречаться с его лучшим другом,
Когда уже Наполеон своим личным указом лорда Элгина отпускает в Англию, лорд Элгин выясняет, что в это время в Англии у него родился ребенок от его лучшего друга, все понимают, что адюльтер случился на всю катушку, громкий скандал, громкий развод с дележом имущества, все это происходит очень некрасиво. Лорд Элгин теряет свое место в палате лордов, он перестает быть пэром Англии, мало того, он остается со всеми вот этими каменюками и без денег. Потому что британский музей ему предлагает 20 тысяч фунтов стерлингов за то, на что он потратил 70 тысяч. Ну и давайте немножко с вами посмотрим, как это выглядит. Как это выглядит сегодня. Ну вот еще один вид на все вот это. Мы с вами смотрели, сейчас там был вид на статуи, которые были в западном фронтоне Парфенона, а вот здесь статуи восточного фронтона Парфенона тоже сейчас будем смотреть. Вот восточный фронтон. На восточном фронтоне у нас композиция, где рождается богиня Афина. Богиня Афина, вообще, что интересно, она родилась не как все нормальные люди, из своей мамы, она родилась из своего папы. Потому что Зевсу сообщили, что его жена Метида родит мальчика, который свергнет его с Олимпийского престола. «Ах так», — сказал Зевс, и проглотил свою жену Метиду. Метида у древних греков богиня мудрости. С тех пор, как Зевс ее проглотил, он стал каким-то очень умным. Он стал просто очень мудрым, но в какой-то момент, знаете, снизу постучали. То есть он услышал дикую головную боль. Он позвал своего сына Гефеста, который, как известно, был богом-покровителем кузнецов, который, недолго думая, папику снес черепную коробку. То есть случилась первая трепанация черепа, и оттуда вышла Афина, сказала: «Здравствуйте, папа». Афина родилась из головы. Потом чайник вверх, купол головы Зевсу пришили на место, все получилось хорошо, но так появилась на свет Афина. И вот здесь это происходит. И надо же, как назло, центральная часть этой скульптурной композиции, где все вот это вот происходит, мы ее потеряли, у нас ее нет. У нас есть только боковые композиции, здесь боги, которые при этом присутствуют. Причем, если про этих мы можем только догадываться, то кто где, может быть, вот то сидит Гермес, там, кстати, очень интересная утраченная есть скульптура. Вот там дальше, вы же поняли, что здесь происходит? Мы с вами смотрим на фронтон, здесь они все стоят, а здесь часть крыши, вот один из скатов, вот они вот так вот он идет. То есть, понимаете, он идет там на острый угол, но этот острый угол, он где-то вот здесь. То есть тут еще есть место, чтобы туда положить, казалось бы, да? Знаете, что там было? Это вообще потрясающе. Там снизу, вот из этой плиты выныривают головы лошадей, и из нее же, из этой плиты, вот так вот по грудь, фигура бога Гелиоса, который руками держит их, под усы этих вот лошадей, выныривает колесница Гелиоса. Потрясающе. То есть, это ж надо было такое придумать. К сожалению, Гелиос не сохранился. Только есть рисунок. А это с другой стороны. Да, вот вы поняли, скат идет вот так. И абсолютно все искусствоведы, все дружно решили, что вот это вот неприлично развалилось с хитоном, упавшим на грудь. Естественно, кто? Конечно же, богиня любви и красоты Афродита. Но это работа Фидия. Это излет V века до нашей эры. И посмотрите, какая бешеная детализация тел, вот этих вот складок, как это все невероятно читается. То есть, это, конечно, это работа Бога. И вот это все Фидий, который, конечно, абсолютно легендарный. А вот это вот то, что осталось, к сожалению, от западного фронтона. То есть тут вот оно все вот такое вот в осколках, потому что там с этой стороны была композиция, где Посейдон и Афина борются за власть над городом Афины, то есть кто станет покровителем этого города. Выиграла, конечно, Афина, но, к сожалению, вот сохранилось только вот это вот, какие-то части торсов, какие-то части, вот наверняка женская грудь в хитоне. Здесь кто-то у нас остался без навесного оборудования, но, впрочем, без рук, ног и всего остального. Это метопы Парфенона.
антаблемент архитрава, то есть все то, что находится над колоннами и под крышей, вот весь этот вот декоративный фриз, там шли такие 3 глифы, то есть 3 такие полосочки, квадратик, 3 полосочки, квадратик. Вот между триглифами находились метопы. Вот это вот. То есть Парфенон весь по своему периметру был под крышей, украшен вот этими метопами. И здесь у нас идет кентавромахия. С махиями мы с вами сегодня уже сталкивались. Здесь все то же самое, только с кентаврами. Здесь бой лапифов с кентаврами. Кентавры пришли на пир, где царь лапифов должен был жениться, начали приставать к невесте. Ну, как всегда, ну, любая хорошая сельская свадьба заканчивается пьянками и драками. Собственно говоря, здесь случилось это же. То есть кентавры полезли к ней, ну, лапифы начали невесту защищать, в результате все передрались. Ну и вот это все бесконечно на фронтоне Парфенона, и здесь не повторяется ни одна поза кентавра, ни одна поза лапифа. Здесь все абсолютно уникально, и вот таких вот метоп Парфенона здесь много. И видите, как изображают кентавров. Кентавры пьяные, поэтому они уродливые. Лапифы, как бы они хорошие, трезвые, поэтому они всегда были красивые, вот с такими вот абсолютно атлетическими телами. Ну, вообще греки на этом были повернуты. Ну и смотрим с вами на фриз Парфенона. Да, это реальные афинские граждане. Есть даже как бы целый ряд исследований, которые говорят о том, что вот этот вот фриз Парфенона, великие Панафинеи, то, что мы с вами видели в раскрашенном виде, здесь Фидий изобразил вполне реальных людей, вполне реальных своих современников, и они все с портретными чертами лица. Но в отличие от египетской культуры, где очень важно было изобразить лицо человека таким, каким он был, почему это было важно? Потому что этот человек со своим лицом, которое персонифицирует эта статуя, придет на суд Осириса после смерти, и Осирис точно должен знать, что это именно этот человек, и никакой другой. И вот это его статуя. И он был таким хорошим, что ему поставили вот эту статую. А это еще как бы плюс в копилочку, плюс в карму, значит, как бы, ну, он достоин того, чтобы оказаться в древнеегипетском раю. У греков всей этой ерунды не было. Им главное, чтобы было красиво. Поэтому они брали любое лицо и пытались его стилизовать. Убирали лишние морщинки. Слишком нос с горбинкой, убрали эту горбинку слишком. Слишком много морщин на лбу, убрали все морщины, одну оставили. Там слишком большие губы, не надо, давайте сделаем чуть меньше. То есть они доводили все до какой-то степени уникального, но с другой стороны унифицированного вида красоты. Поэтому, когда мы с вами говорим греческая красота, мы все практически точно говорим об одном и том же. Ну и здесь что мы видим? Как бы здесь и лошади, здесь и люди пешком, здесь и девочки, я вам говорил, как бы девочки допускались, потому что совершенно обнаженные, ну понятно, это юноши, им позволялось все. До 30 лет древний эллин мог спокойно ходить по своим городам совершенно голый, там в одном гемантии или гематии, вот этот плащ, который на нем, который в принципе больше от пыли как бы предохранял. Почему до 30 лет? Потому что мужчина до 30 лет считался ребенком. Ему нельзя было голосовать. Ему нельзя было жениться. Жениться и голосовать можно было только начиная с 30 лет. В 30 лет мужчина считался уже, что вот все. Тут уже не мальчик, как бы, а муж, как бы уже может там избираться и голосовать и все такое. А до 30 лет ребенок. А с древними греками интересно, потому что в отличие как бы от там, древних египтян, предположим, мы знаем огромное количество греков, которые вот из этой эпохи и следующей, которые прожили большую жизнь, длинную. Опять же, возьмите Илиаду, сколько там стариков. Один Нестор чего стоит, которому почти 100 лет. Поэтому, ну, для них это как бы нормально. Но опять-таки, вы же понимаете, как бы медицина уже есть, но она какая? Как выглядит наркоз? Вы знаете, как выглядит наркоз в Древней Греции? Да, по голове дубинкой. Иногда люди умирали от наркоза, поэтому анестезиолог во всех культурах – это очень важный человек, потому что надо правильно дать. Ну и опять же, вот то, что мы с вами здесь видим, вот смотрите, что здесь интересно. Видите обнаженный юноша на лошади? Это свободный человек. А рядом с ним, видите, вот этот вот парень на лошади в такой какой-то как бы юбочке, раб.
Я просто показываю, ну просто насладитесь, да, вот этот ритм копыт, вы же слышите, как стучат копыта вообще по мостовой? Это просто невероятно. Ну как бы мы с вами имеем дело с самым настоящим рельефом. Ну, только ради него вот стоит идти в Британский музей, честно. Вот даже если нет времени на все вот эти египетские прелести, нет времени на библиотеку и дворец Ашурбанапала, надо идти обязательно смотреть мраморы лорда Элгина. Ну, раз уж как бы его вспомнил, опять-таки, давайте закончим историю этого несчастного человека. Короче, через какое-то время ему удалось вернуть свое место в палате лордов, хотя перство ему не вернули. Он даже женился второй раз, и женился как бы значительно удачнее, чем в первый раз. И он даже продал все-таки свои мраморы Британскому музею, но продал как раз ровно за половину этой суммы. За 35 тысяч фунтов стерлингов. А потратил, как вы помните, 70. То есть это не покрыло его расходов, но, по всей видимости, тогда как бы его и эта сумма тоже устроила. То есть вот как человек хотел сделать как лучше, а получилось как всегда. Да, это тоже сценка из фриза Парфенона, и здесь мы с вами уже видим взрослых мужчин. То есть этим уже точно больше 30 лет, потому что они завернуты в гематии, допускалось носить гематий на голое тело, не носить хитон под ним. Ну, когда человек становился еще старше, он уже надевал хитон, потому что, ну, естественно, мы становимся старше, нам хочется, чтобы было как бы потеплее, мы начинаем там лезть в какие-то пуховички, шапочки надевать, рукавички. Вот. Ну, и эти люди, как бы, они уже 30-летние, то есть уже как бы, ну, не мальчики. Поэтому в гематиях. Лица, к сожалению, да, лица пострадали очень сильно, но дело в том, что, вы понимаете, лица могли сбить, опять же, как бы, это на уровне гипотезы. Лица могли сбить османы, когда пришли, потому что не положено по исламу, по шариату повторять лик человеческий, потому что человек – творение Божие, поэтому не исключено, что лица сбили именно они. А здесь у нас храмовые прислужницы, скорее всего, жрицы вот того самого храма Эрехтейон, где переодевали Афину. И вот видите, вот жрец, который или юноша, точнее, который вот передает жрецу или жрице, не знаю, кто это на самом деле, вот это какой-то отрез чего-то, какой-то, скорее всего, свернутый хитон, наверное, вот это и есть то облачение Афины, которое она получит вот в данном случае вот после вот этого праздника. Я вам показываю как бы именно вот эту композицию, потому что вы будете смеяться, это боги. Боги незримо, они всегда присутствуют рядом с древним человеком. То есть эллины прекрасно понимали, что вот сейчас, когда они участвуют в этих панафинеях, пока они идут в Акрополь, пока они все это несут, боги среди них, мы просто их не видим, но они здесь же. То есть они уже тогда начинали работать и понимать, что тонкий мир каким-то образом существует, и так они этот тонкий мир себе представляли. Что боги достаточно вальяжно могут даже где-то там сидеть и качать ножками, да, вот как вот этот, вот видите, как он держит себя за колено, то есть, ну, все очень живое, все очень человеческое. И, в принципе, прелесть, наверное, греческой цивилизации, что они и богов создают такими, которые, ну, совершенно и очень человечны, потому что вы же знаете все эти истории, да, как Зевс изменял своей любимой жене Гере, она вечно его ловила, то у девушек, то у юношей, то есть откуда она его только не вытаскивала. Ну и боги здесь такие абсолютно человеческие. А вот это, кстати, один из рельефов, но это не работа Фидия. Я думаю, что вы уже, будучи людьми опытными, вы уже Фидия насмотрелись столько, вы видите, что это другая рука. Эта работа несколько грубее, скажем так. Вот это рельеф, который украшал храм Ники Аптерос, который я вам показывал, где находилась статуя бескрылой богини Ники. Ну вот, к сожалению, от реального фриза этого храма осталась только вот эта часть, и здесь тоже происходит некое сражение, какая-то махия. Честно говоря, я не помню какая, хотя я с этим и сталкивался. Ну, и я вам хочу показать вот эту вот совершенно потрясающую вещь, хотя ее нашли не в Древней Греции. Ее вообще обнаружили в XVI веке
во второй половине XVI века, в Риме в захоронении одного из римских императоров III века, Александра Севера. Это захоронение было в замке Святого Ангела, который когда-то, как, наверное, многие из вас знают, был мавзолеем императора Адриана. Только потом уже при папах там был сделан вот этот вот замок, в котором папы в случае чего могли переждать любую римскую осаду. И вот там вот, случайно наткнувшись на гробницу, в том числе Александра Севера, нашли вот эту вот совершенно уникальную вазу. Это стекло. Два вида стекла. Снизу синее, сверху белое. Белое к синему не приклеено. Это чудо диффузии. Это как-то так выдули, что снизу синее стекло, повторяю, сверху стекло белое. С белое стекло взяли и вручную по нему вот сделали вот этот вот рельеф, выточили его как бы по стеклу, повторяю. Вы же помните, да, стекло очень хрупкий материал. Но посмотрите, как это потрясающе сделано. Про что это кино? Здесь, как принято считать, есть две версии. Одна версия говорит, что здесь сон Гекубы, жены троянского царя Приама, который, непонятно, честно говоря, о чем, и не знаю, почему его привязали именно к Гекубе. С другой стороны, здесь есть, как по другой версии, да, это история о знакомстве и возникновении отношений между Пелеем и Фетидой. Кто такие Пелей и Фетида? Первая строчка Илиады Гомера. «Гнев богиня воспой Ахиллеса, Пелеева сына». Ахилл сын Пелея и Фетиды. Фетида – це та недолуга мамаша, которая взяла его и держала за пятку и купала в речке Стикс. В результате пятка оказалась уязвимой. Собственно говоря, почему Ахилл и погиб. То есть Фетида держала за пяточку и купала Ахилла. И здесь на этой вазе знакомятся родители Ахиллеса. Всего лишь навсего. В наше время попытались много раз повторить эту технику, сделать эту вазу. Ничего не получилось. Итак, в XVI веке ее находят, и она оказывается в коллекции кардинала Дель Монте. Чем интересен кардинал Дель Монте? Это первый покровитель Микеланджело Меризи, которого мы с вами знаем как Караваджо. От кардинала Дель Монте эта ваза попадает в Неаполь, неаполитанским королям. В конце XVIII века при неаполитанском дворе посланником работает сэр Уильям Гамильтон. Сэр Уильям Гамильтон интересен тем, что, будучи уже очень пожилым человеком, он женился на красавице Эмми Лайон, которую мы с вами все знаем как леди Гамильтон, потому что ее сыграла в бессмертном фильме потрясающая Вивьен Ли. Так вот, лорд Гамильтон в Неаполе покупает эту вазу, будучи там посланником, и приезжает, привозит ее в Англию. А он вообще, как и лорд Элгин, он был повернут на всех вот этих вот древностях, он был собирателем. Но опять же, это был его бизнес своего рода. И, кстати, по-моему, я могу ошибаться, но, по-моему, у меня есть еще с другой стороны эта ваза. Да, вот, еще с этой стороны. Пусть и так постоит. Вот. Он привозит свои вазы, коллекцию своих ваз в Англию. В Англию эту вазу видит леди Маргарет Бентинг, герцогиня Портленд, которая просто с ума сходит от этой красоты и покупает эту вазу. С тех пор эта ваза называется портлендской вазой. И она одна и единственная в своем роде. Герцоги портлендские выставляют ее в своем замке, и во время одной из пирушек уже при следующем 10-м герцоге Портленде кто-то там ее ударил по ручке или как-то зацепил, ручка откололась, пришлось ее клеить. Ну и как-то вазе не везло. Все время кто-то ее цеплял, она пару раз чуть вся не разбилась там, или что-то еще от нее откалывалось. В результате все это заканчивается тем, что Бентинг и Кавендиши, герцоги Портленды,
продают эту вазу в середине 19 века в Британский музей. С тех пор она находится там. Я вам повторяю еще раз. Вот эту красоту до сих пор никто не смог повторить. И никто не знает, как это сделано. И никто не знает, какими инструментами. И никто не знает, как шлифовали. Потому что камеи, предположим, которые тоже выполнены в этой технике, когда мы имеем дело с камеями, мы имеем дело с разными цветами камня. Здесь как бы все понятно, но это стекло. То есть это стекло как-то выдули, а потом еще по верхней части, которая белая, этого выдувания, еще сделали вот это все, и потом как-то еще зашлифовали. Собственно говоря, я хочу сегодня закончить этой портлендской вазой, и согласитесь со мной, что в Британском музее есть на что посмотреть.